Всем привет! С вами Наталья Жукова. Поговорим о микс-медиа коллаже. Микс-медиа коллаж привлекателен тем, что вы можете использовать самые разные готовые изображения, открытки, различную бумагу, какие-то флаеры, различные найденные какие-то элементы, декоративные элементы. Все это смешивать между собой, дополнять различными техниками. И здесь даже не важны ваши рисовальные навыки. И если вы не умеете рисовать, вы можете сделать выразительный микс-медиа коллаж. Но все равно надо помнить и знать основные законы композиции. И именно в композиции совершают ошибки новички. Итак, я решила сделать коллаж. Я собираю различные элементы, которые подходят по теме. Ну вот, например, тема джаза. У меня могут быть какие-то фоновые бумаги, которые подходят по теме. И, конечно же, сразу скажу, что когда мы собираем материал для коллажа, то мы помним о главном законе композиции, о цельности, который означает, что все элементы композиционные должны соответствовать главной идее композиции. Поэтому мы выбираем все элементы, будь то бумага, открытки или какие-то дополнительные фоновые изображения, которые будут хорошо сочетаться друг с другом, работать друг с другом и соответствовать основной нашей теме и задумке. Итак, мы собрали все элементы, но как же их расположить? Как сделать композицию, чтобы она была красивой, выразительной и цельной? Первое, с чего я рекомендую начинать композиционные поиски, это с выбора места для главного элемента. Посмотрите отобранные фрагменты и решите, какой элемент будет главный. У меня получается основная масса элементов цветные и одна открытка черно-белая. И то, что уже эта открытка черно-белая, несмотря на то, что здесь тоже такой же, даже похожий какой-то джазовый музыкант изображен, но в монохроме, она уже сразу выделяется, при этом соответствует теме. Поэтому я возьму именно эту открытку как самый такой выделяющийся, как самый яркий элемент для моей работы. Более того, ваш основной элемент может соответствовать какой-то теме или задумке. Например, в этой работе, да, основной элемент – это образ девушки, а точнее даже ее взгляд, который направлен то ли из прошлого, то ли в будущее, то ли куда-то вглубь. И именно от этого образа я исходила, это как главный элемент. Все остальное я уже подбирала и компоновала вокруг главного элемента. В этой работе главный элемент – парусник. Он также выделяется своим объемом, он самый большой, самый крупный элемент. И по смыслу, потому что все остальные элементы все дополняют как-то смысл вот этого плавания, темы моря и каких-то морских воспоминаний. Определилась с главным элементом. Я рекомендую для выбора места для главного элемента композиционного пользоваться правилом третей. Правило третей – это упрощенное правило золотого сечения. Если еще больше его упростить, то можно разделить ваш холст, ваш формат на 3 части по вертикали и на 3 части по горизонтали. И вот эти вот точки, только чуть-чуть, они даже будут немножко смещены к центру, могут быть. Вот эти вот области, это и есть самые выразительные точки на вашем холсте или подрамнике. Соответственно, для размещения главного элемента выбираем одну из точек. Это очень простое правило, и руководствуясь им, вы всегда выберете наиболее удачное место. Конечно, стоит еще обращать внимание на саму картинку, да, и если у нас есть какой-то элемент, который куда-то повернут, то и я его расположу, например, близко к краю,
то у меня получится ощущение пустоты за спиной. Да? С другой стороны, если, например, изображать, как будто музыкант играет и что-то вспоминает, то можно расположить его внизу, и как будто за спиной у него какие-то в прошлом воспоминания. И наоборот, если эта картина не про воспоминания, а про что-то, про ожидание, или он готовится к концерту, или он выступает на публику, то есть смысл расположить эту фотографию в этой точке, тогда остальные элементы, они будут перед ним и как будто изображать вот это настоящее или будущее. И уже после того, как вы выбрали, определили, где будет главный элемент, в соответствии с вашим замыслом и правилом третей, тогда уже мы располагаем все остальные элементы вокруг, комбинируя между собой. Вот, может быть, он играет и вспоминает своего учителя, так тоже можно как-то обыграть эту историю. Чуть-чуть можно смещать, да, мы как бы как ориентир пользуемся этими третями. И так далее. То есть тут уже могут быть разные какие-то вариации. Я создаю такой диалог между элементами. И еще такой важный момент, про который я хотела сегодня вам сказать, кроме выбора места для главного элемента, помните, что все элементы в вашей композиции должны отличаться по массам. Плохо, если у вас будут два элемента одинаковые. Хорошо, если один больше, другой меньше. Один там, допустим, цветной, другой немножко по цвету согласуется, но он может отличаться. Или вот, например, у меня есть буклетик, да, но я могу из него выбрать какие-то более мелкие изображения. Или вот, например, интересное такое изображение с другим ракурсом, вот такие ножки. Может быть, даже я размещу элементы иначе, чтобы вот у меня возник какой-то такой интересный диалог. В общем, дальше крутим и вертим по холсту так, чтобы элементы сочетались друг с другом, добавляем и смотрим, сравниваем по массам. Покажу на готовых работах. Как я уже говорила, что вот, например, у нас читается хорошо крупный главный элемент, но кроме него есть еще небольшой такой вот элемент. Это билетик из музея, но вот медальон с изображением Волошина напоминает даже Луну на небе, да, то есть такая ассоциация возникает. И этот элемент, он гораздо меньше, чем главный. Есть также по массе элемент с надписью, и он как раз меньше, чуть-чуть меньше, чем корабль, и за счет того, что он не такой плотный, он воспринимается легче по массе, да, но крупнее, чем, например, элемент с билетиком. Или вот в этой композиции мы тоже видим, что все элементы, они отличаются по массе. Самый большой — это образ девушки, потом мы видим группу рельефных элементов, достаточно тоже активных, большой по массе, и есть такая же тоже рельефная группа около другого края работы, но она уже меньше по своему объему. И совсем небольшой такой рельефный элемент уже чуть выше. То есть 3 рельефных элемента, но все они отличаются по массе. Также фрагменты с фоновой бумагой. Есть более крупный фрагмент, который даже крупнее главного образа, и более мелкий. И еще мельче смотрится полоса с узором. То есть все элементы так или иначе отличаются и не дублируют друг друга по массе.
И даже если вы используете элементы, которые похожи по форме, например, вот в этой композиции коллажной я использовала прямоугольные элементы, но я старалась их взять все разного формата, какой-то более квадратный, какой-то более вытянутый прямоугольный, да, и вот такой вот умеренный прямоугольник, и, конечно, разные по массе. Небольшой, да, и более крупный, и такой вот какой-то средний между ними по массе вытянутый элемент. Поэтому сочетание разных форм, разной массы элементов, это очень важно, чтобы в вашей композиции создавался интересный разнообразный ритм. И раз уж мы сегодня говорим с вами о цельности, как о взаимоподчинении элементов, чтобы они были все связаны по теме и связаны между собой, то хотела обратить внимание еще на один момент. Поскольку в микс-медиа мы активно используем не только бумажные элементы в коллаже, но и дополняем их различными текстурами. Можем использовать для этого трафареты и различные декоративные пасты, как, например, вот в этой работе бумажный коллаж дополнен элементами золота и рельефа с оксидами. И трафареты и декоративные элементы важно выбирать тоже, чтобы они согласовывались по теме. Не только по формату, что вам нужен определенный какой-то заполнить кусок фона, но и чтобы этот трафарет также соответствовал теме. Ну вот, например, у меня две разных задумки. Это так в легкую я разбросала бумажные фрагменты, которые можно было бы в них использовать. Совершенно разные задумки по своему настроению, по характеру. Про Алису, да, такая какая-то романтичная история. Здесь бумаги с использованием мелких цветочек, каких-то элементов пэтчворка, маленькая девочка, да, то есть такая какая-то тема игривая, но с другой стороны очень романтичная, такая милая. И с другой стороны джаз, где больше экспрессии, больше контрастов и в фоне различные такие интересные цветовые переходы и какие-то гранжевые фактуры. Какой же мне выбрать трафарет для дополнения этих композиций? Если я возьму, например, трафарет вот такой с цветочками, очень даже красивый трафарет, но он не подойдет к работе с джазом, он будет разрушать историю, он будет спорить с этими элементами другими коллажа. И наоборот, если я возьму трафарет с цветочками Калиси, причем цветочки очень даже неплохие, потому что в фоне я вижу много мелких цветочков, а в трафарете они значительно крупнее. Это будет красиво и интересно, потому что если выбрать трафарет с мелкими цветочками, то он может потеряться и не смотреться так выразительно. Или, например, к Алисе хорошо подойдут ромбики, потому что будут перекликаться с темой игральных карт, которые тоже присутствуют. Да? Те же, вот, например, карта с мастей бубей будет прекрасно сочетаться с узором ромбиками. Но я не уверена, что ромбики хорошо подойдут вот в эту композицию, потому что мотив ромбов здесь нигде у меня не поддерживается и не перекликается ассоциативно. Вот. А вот зато какой-то трафарет с такими вот интересными цифрами, разнокалиберными, будет в этой теме, где есть уже в фонах какая-то типографика, будет смотреться очень неплохо. Или, например, вот такой трафарет с пятнами поддержит гранжевый рисунок в фоновых картах, и какие-то вот круги, которые есть в элементах изображения, они также будут хорошо перекликаться с подобным трафаретом. Так что, подбирая какие-то элементы в коллаже, подбирая трафареты или декоративные элементы, чипборды, какие-то там найденные предметы, вот, например, там шестеренки и часики. Куда больше подойдут шестеренки и часики? Я думаю, что в историю с Алисой. Как, впрочем, и этот завиток.
А для джазовой темы я поискала бы какие-то другие элементы. Сегодня мы с вами рассмотрели два очень важных правила композиции. Это цельность, подчинение всех элементов вашей основной идеи и расположение главного элемента композиции на холсте. Я надеюсь, что эти правила, эти знания помогут вам создавать выразительные, интересные коллажи микс-медиа. Если это видео было для вас интересным и полезным, ставьте лайк и пишите в комментариях, если хотите продолжения. А чтобы не пропускать новые видео, подписывайтесь на мой канал.